Бесплатная Альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан суперкэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. Вообще пофигу. Ну привет, иди сюда тогда, раз не боишься. Соскучились, наверное, по мне, да? Смотрите так. Привет, это канал Лесной Строитель, и меня зовут Алексей. Косулю, смотрю, страх вообще совсем потеряли, пока меня здесь не было. О, конец зимы, казалось бы, календарный. Последние дни февраля. А снега накидало нормально так. В снегоступах еле иду, проваливаюсь. Ну, нормально проваливаюсь, не по колено, но серьезно. А косуль так и стоит. Обалдеть. Направляюсь я к своей землянке у ручья, я думаю, вы уже поняли. Прошел километра 3 примерно, а еще идти, ну, где-то плюс-минус столько же. Садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Будет интересно. Пойдемте. Как обычно, следов немерено просто животных. Ну, оно и понятно. Сейчас в лесу, в таком заснеженном, мало кто захочет погулять просто так. Я думаю, что в землянке тоже, ну, рядом с землянкой следов 99% никаких не будет людей. Ну, а животные, конечно, наследили. Ох, интересно, сколько же там снега сейчас? Наверное, всю землянку завалило нафиг. Минус 14. Давненько я здесь не был. Снега намело прямо от души. Опять следы какого-то животного здесь проходят прямо рядом с землянкой. Причем это животное даже спускалось, смотрите, в землянку. Да, туда, ну не в землянку, а туда вниз. Может быть, оно спускалось погреться. Вот они, следы идут. И вон туда прямо, где доски лежат мои заготовленные. И береста. По всей видимости, погрелась там, спряталась от ветра. Животное. Но я думаю, это, наверное, какой-то заяц. Следы что-то мелкие больно.
Все в порядке. Все на месте. И даже я вижу, вон кто-то на столе оставил подарки. Необычно и интересно, кто бы это мог быть. Хотя я примерно догадываюсь. Координаты этой землянки есть только у 3 людей. Ну что, зайдемте? Надо растопить печку, а то что-то холодно. Однако холодно. Пока шел, вспотел, пропотелся и сейчас прям очень резко стал замерзать. Несмотря на то, что температура всего лишь минус 12 градусов ниже нуля. Кошмар, как знобит. Не заболел ли я часом? Итак, неделю целую с семьей болели. Ну, как обычно. Когда в семье дети, то один что-нибудь домой притаскивает. И там уже без разницы. Все равно все переболеют. И в итоге по кругу так вот и переболели мы. Я, жена и 2 детей. Ну, вообще, я хотел провести здесь 2 дня в землянке и приурочить их к Масленице. Ну, как вы уже знаете, да, наверняка, многие из вас, в конце февраля всегда проходит Масленичная неделя. Ну, и она как бы знаменует окончание зимы и начало весны. Ну, а уже в воскресенье Масленичной недели, да, всегда сжигается чучело. Таким образом зиму провожают. Собственно говоря, я тоже решил приурочить эти 2 дня похода в землянку к Масленице. Так, а кто здесь был-то? Подарки какие-то, смотрите. Так, на это повесить можно будет куда-нибудь. Прикольно, кстати говоря, такие декоративные изделия. Надо тетрадь для записи посмотреть. Ага. Ну, Илюха тайные тропы, да, это мы знаем. 17 января Вовка.ком здесь был, его оператор Иван. Было круто, печь-бомба, приготовили пельмени и отдохнули. Но из щелей ночью сильно дуло. Надо их как-то заделать. Тем более, что мне пришлось спать на полу, так как лежанка всего одна. Ну, ладно, подумаем. 2-ю лежанку можно какую-то раскладную сделать. И 30 числа, привет, Алексей, почерк такой хороший. Наконец добрался до твоей новой,
до твоей топовой землянки, она у меня... она у тебя вышла на славу. Очень понравилась печь. Можно на зимовку оставаться. Все, никак с тобой не увидимся, у всех дела, поэтому оставлю маленький подарок здесь. Новый год уже прошел, но думаю, он будет... Блин, не могу прочесть слово. Этого приюта... Тоже не могу прочесть. Твой друг Денис. Ну да, Денис, привет тебе. Знаю, что он здесь был. Он мне говорил об этом, но то, что он здесь подарок оставил, это я не знал. Лопатой этой прошлый раз снег чистил, сломал ее. Она вообще никакая. Я поэтому сегодня взял металлическую, точно такую же, которую в землянку походного оптимиста относил не так давно. Блин, ну металл есть металл, конечно, надежней. Так пластик точно не сломается. Единственное, черенка нету. Ну, в принципе, можно было бы, наверное, черенок сделать из сосновой ветки. Но что-то как-то самочувствие, вот честно говоря, не очень. Не знаю, с чем связано. Может быть, заболеваю, либо может еще что-то. Очень странное состояние такое. Попробую, так сказать, на минималках сегодня поработать.
Ну, а завтра, может быть, уже более живеньким буду. Надо идти чистить снежок на улицу, которого сегодня там очень много около землянки навалило. Сейчас не почищу, буду ходить по нему, утрамбую, и в итоге будет потом еще и лед. Ну, а зачем мне лед? Заметил такую закономерность, вот постоянно ближе к вечеру. Только вы не подумайте, что это какие-то там, может быть, глюки. Ближе к вечеру, преимущественно в этой землянке, сидишь, что-то занимаешься, делаешь, да, полная тишина кромешная. И раз вот в этой тишине кромешной прям прислушиваешься и слышишь, как будто кто-то говорит. И раз слышу, выхожу, никого нет. И так раза два уже было, выхожу, опять никого нет. Может быть, лес так шумит, да, и ну, какой-то резонанс там входит, звук вот этого ветра, да, с ветками деревьев, и кажется, что кто-то как будто бы говорит. Но, естественно, никого здесь нет. Животные только, да, могут там, ну, проходить, пробегать, допустим. Вот такие вот дела. Темнеть начинает, вечереет уже. Милое дело сейчас снежок побросать. О, ветрище-то какой поднялся. Нормально. Может и морозец еще бабахнет в ночь. Бесплатная Альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан суперкэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц.
На улице холодно, все снегом завалило, где-то там косули бегают, представьте. А здесь такое небольшое, уютное пространство, где меня никто не побеспокоит. И где можно посидеть вот так вот с комфортом в удовольствие. Дров на ночь мне, я думаю, хватит. Заготовил немножечко. Сейчас снега надо побольше натопить. И я так думаю, наверное, время-то уже... Ого! Почти 9 часов. Можно начинать готовить. Растаял, пойду еще накидаю. Ну а чай сегодня я буду заваривать с помощью вот такого вот самовара. Я его ни разу еще не испытывал в деле, не знаю, не пробовал. Он на углях и, в принципе, на дровах, я думаю, тоже может работать, да? Подобный самовар когда-то был у моей бабушки, но, к сожалению, по наследству мне он не достался. Ну, естественно, этот самовар весит там, ну, килограмм от силы. А у моей бабушки он был советского образца и весил килограмм так 4-5 точно. Я бы, наверное, даже не потащил бы его сюда в лес. А этот он прям легенький такой, аккуратный. Я его помыл, естественно, дома. Ну, потому что не знаю, что там заводская, ну, не смазка, а может быть что-то там с завода была, какая-то пыль, грязь. Вот. Ну, а так как масленичные дни, сегодня я буду готовить блины, а чай к блинам заварю с помощью самовара. Ну, такая ностальгия. Пирожки бабушкины там с клубникой, с вишней. Ну, короче говоря, со всей ягодой, которые там есть в огороде, в саду. Хорошие времена были, беззаботные.
быстро, очень быстро закипает. Прям буквально 5 минут. И все. Классная вещь. Я думаю, еще долго не остынет. Тем более в землянке плюс 20. Да и печка рядом стоит с самоваром. Пора замесить, не знаю, как назвать, смесь или как жидкость для приготовления блинов. Ну, не раствор же, в конце концов. Ингредиенты обычные, все, я думаю, их знают. Мука, молоко, сахар, соль, яйцо и немножко соды, которую я добавил в муку заранее, дома. Все это дело сейчас в определенных пропорциях смешаю и буду жарить блинчики. Взял с собой сегодня и сгущенку, и даже маленькую баночку икры. Ну, там лежит. Так что ужин будет вкусным и, самое главное, традиционным, наверное, в какой-то степени для нас. Что, приступим? Супер! Приятного аппетита, если вы
сели поесть. Ну а если еще не ужинаете, не обедаете, может быть завтракаете, не знаю, не завтракаете, то обязательно идите к холодильнику и берите что-нибудь вкусненькое. После сытного обеда полагается не поспать, хотя время уже 12:30 ночи, а все-таки сделать лампу, которую я так хотел сегодня восстановить. Я даже уже место придумал, где ее повешу. Осталось только закончить все работы с ней. По сути, все элементарно. Вытаскиваем все вот эти внутренности. К патрону прикручиваем провод. Просовываем через отверстие заливное, горловину, в которую заливают жидкость для горения, этот провод. И надо таким образом это сделать, чтобы патрон оказался внутри плафона керосиновой лампы. На самом деле, ну, ничего сложного, только немножко нужно ловкости рук. Вот. И по сути дела все. То есть у меня, по-моему, все готово. Вроде как все стыкуется, все отлично. Остается только крутить лампочку. Хотел заняться здесь вот этой полкой, сделать ее полностью глухой, чтобы мыши не могли туда залезть. Такую герметичную. Ну и здесь открывающиеся дверцы, чтобы были. Наверное, завтра с утра этим займусь. Доски у меня напиленные уже имеются, они лежат около входа в землянку. Петли тоже где-то здесь лежат. И по сути это основное занятие на завтрашний день. Но еще будет один сюрприз. Поэтому увидимся с вами в следующей серии. Прям буквально-таки совсем скоро. Пока. Бесплатная Альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан супер кэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. То есть раньше, когда я только начинал снимать видеоролики, ну, как кто-то наверняка помнит, я снимал вообще в кромешной темноте, там ни черта не видно было.
Даже освещение с собой не брал. То есть я просто ставил керосиновую лампу и думал, нормально, и так сойдет. Но нет. Люди жаловались, это не нравится, то не нравится, звук плохой. И постепенно приходилось модернизировать свою технику, как-то совершенствоваться, развиваться в съемках. Ну и в конце концов пришел к тому, что сейчас у меня примерно пол рюкзака это только видеоаппаратура. Сейчас я ношу с собой GoPro с аккумуляторами, пауэрбанком, шнурами, микрофоном для GoPro. Ну и, короче говоря, еще там куча аксессуаров. Ношу 2 фонаря осветительных, ну, маленьких. Ношу фотокамеру с микрофоном, пушкой таким отдельным, да. Естественно, ношу еще телефон, потому что я еще и на телефон снимаю. То есть я вообще снимаю на 3 камеры. Вот бывают такие ролики, где я снимаю даже на 4. То есть когда я еще квадрокоптер беру, вот, по-моему, как раз к Илье, когда я ходил, «Тайные тропы», канал, в домик, хотел сказать, у ручья, в домик на дереве, у реки. Вот, туда я брал вообще все свои камеры, и снимал я аж на 4 камеры. Ну, надо сказать, что, конечно, вес хороший добавляет. А еще штатив, да, точно. Причем штатив, самое-то главное, штатив для GoPro и для, например, телефона, да, это нужен один штатив. А для фотокамеры, так как она тяжелая, ну, сегодня я с обычным объективом взял. А если еще брать большой объектив, такой здоровенный, то она весит у меня, фотокамера, килограмма 3, наверное. И просто перевешивает. То есть обычный штатив не подходит. То есть я пришлось купить видеоштатив с крутящейся головой. Ой, в общем, короче говоря, если надумаете снимать ролики, желаю вам успехов и побольше вкладывайте денег.